Я продолжаю изучать и классифицировать объекты финской оборонительной линии ВТ, и на этот раз я посещу середину укрепрайона Ванхасаха или же Вамельсу. Я двинулась от Большой Приморки, от железной дороги, и пройду небольшой отрезок пути, ограниченный как раз-таки с юга Большой Приморкой, справа Черной речкой, получается, это ее будет правый берег. И сверху, с севера, уже речка Гладышевкой, Вамельёке, которая впадает в Райваланьёке и образует Вамельсуньёке. Соответственно, на прохождение всего маршрута, а это около 2 километров, у меня ушел весь световой день, правда осенний, и я посетил и классифицировал большинство построенных на этом участке сооружений линии ВТ. Из книги Евгения Балашова и Ильи Шереметьева про линию ВТ можно прочитать, что укрепрайон строился в 1942 году и вплоть до 1944 года. Строился он пленными солдатами русскими, получается, и также освобожденными финскими заключенными. Было построено около 70 сооружений линии ВТ. И какие это были сооружения? Это были в основном убежища, про них также можно прочитать в книге. Командно-наблюдательные пункты, уже поменьше, открытые позиции ПТО, также поменьше, и пулеметные гнезда. На финской карте можно отчетливо видеть, сколько много здесь было нарисовано объектов. Вот то, что я прошел, я посетил не все, но большинство. То есть я посетил прям очень въедливо, смотря где что есть. То есть то, что я не посетил, это либо, скорее всего, это не построили, нету, либо же я просто не нашел, но очень в маленьком варианте ограничено. То есть в основном я все посетил, я думаю, около 90%. Вот другая карта, это уже называется этот укрепрайон Ванхасаха, потому что действительно ближе к Ванхасахе я шел. Видны сооружения, а здесь представлена схема с условным обозначением сооружений этих. В основном прямоугольники это были убежища, в основном это именно убежища. Вот. В моем нудном этом видео, где я говорю классификационные номера этих сооружений, вот, единственное интересно будет то, что здесь будут проскальзывать и очень-очень интересные объекты, которые хорошо сохранились. Вот в чем суть, в чем интересно. То, что когда ходишь так, классифицируешь, что бывает попадаются и очень-очень интересные экземпляры, которые были и в моем походе. Все эти объекты есть на современных открытых картах OpenStreetMap обозначенные, и поэтому любой желающий турист, скачав себе бесплатное приложение для отображения этих карт, может с радостью, с легкостью повторить мой маршрут и полюбоваться финскими бункерами. Я начинаю свой поход по правому берегу Черной речки, граничащей с Большой Приморкой в начале моего путешествия, и местечком Ванхасаха, то бишь бывший санаторий Сосновая Поляна, на севере, в 3 километрах отсюда. Мне предстоит пройти несколько километров вдоль реки по дебрям. Вот я вижу первые руины, и мне кажется, что это К-108, огневая точка. Большинство, не большинство, а много убежищ и пулеметных гнезд, точнее пулеметное гнездо, они на территории СНТ, поэтому уже, скорее всего, все распаханы давно и уничтожены. А вот это вот сохранилось, да, это она. Взорванное пулеметное гнездо К-108 находилось прямо около железной дороги. Вот к нему виден ров, подходящий ров, кстати.
Да, оплывшие. Вон там уже виднеются дома садоводства. Вот такой вот вид с задней стороны у этого пулеметного гнезда 5-4 класса прочности с бронеколпаком, как описано в классификации объектов. Такая вот штука ржавая сохранилась здесь. Вот такой вот вид изнутри. Нету прохода, но что-то вот видно. Можно сюда углубиться. Такое идеальная была бы нора для животного жилища. Ну, вот так вот, в принципе, все. Ну, наверное, да, располагалось где-то на возвышенности, его взорвали, и оно сюда упало. Хотя, вот еще часть от него, вот. Так вот оно здесь было. Вышел я через садоводство, благо там была тропинка к многочисленным ходам сообщения, окопам, к пулеметному гнезду номер 112, или же, так как в окрестности я пока не увидел этих объектов, убежище, либо 54, либо 55 у него номер. Вот видны окопы. И он находился как раз таки на возвышении. И там внизу уже будет такой обрыв и черная речка. Вот. Хорошо, что эти 300 метров я прошел по садоводству, а не поперся по лесу, потому что здесь лес ужасный, и я бы потерял лишние полчаса на это точно. Вот такой вот. Такая вот загадка. Похоже по конструкции все-таки на убежище. Потому что вот здесь его был вход. И вот это само убежище. Рядом с пулеметным гнездом К-112 находится интересный объект. Это открытое пулеметное гнездо, железобетонное, К-146. Оно смотрит на Черную речку, вот ее можно видеть, долину Черной речки. Вот, траншеи, полно траншей. Вот, и такое небольшое сооружение, оно довольно интересное, потому что на карте оно обозначено под таким кругом. Вот, и оно встречается довольно-таки редко. И также вот мы можем видеть действительно то, что оно не очень обычное. Нету входов, вот как в том прошлом объекте. Тот прошлый объект все-таки, видимо, не убежище, а пулеметное гнездо. И вот это открытого типа. Вот оно открытое такое, да, вот сюда стрелок садился, получается, и стрелял туда в направлении врага. Действительно, оно открытого типа. И вот сообщалось траншеей с тем другим пулеметным гнездом, которое я вот только что видел. Рядом с окопами и с траншеями проходит красивая тропа от садоводства. Конечно же, должен быть какой-то выход к речке. И вот я изведаю эту тропу сейчас. Вот там слева наше пулеметное гнездо открытого типа.
К-146. Вот она торчит. И вот спускаюсь к Вамельсен-Йоке. Ступеньки здесь сделали люди заботливо. Обновили не так давно очень. Капитально, так я бы сказал бы. Классно. Интересно изведывать такие новые места. Ходы к любимым объектам. Пусть то историческим или природным. Потому что каждый объект живет от тебя в душе. Он твой родной, становится родным. Это обозначено на картах такое болотце, изгиб Черной речки с такой тухлой водой. Господи, как же хорошо, что я здесь не пошел. Иначе мне пришлось это вот переходить и повернуть назад. Вот и Черная речка. Вот и к ней тропинка. Здесь уже объектов никаких не будет, потому что здесь низина. Вот, и объекты все вот вон там вот на возвышенности. Классно. Как красиво. Здесь летом наверняка купаются. Надо сюда прийти летом. Да, точно купаются. Тропинка садоводства повела меня дальше, и я вышел к очень красивому изгибу Черной речки. Здесь такая поляна, можно покупаться. Хороший заход в воду. И очень красивый вид на противоположный высокий берег. Есть костровище. Кто-то здесь картошку, кстати, делал. Вот как красиво, песочек здесь. Вполне можно купаться. Отличное местечко. Вот, и можно даже палатку поставить. Я обошел огромнейший овраг по мостику, с которого я приходил сюда, и увидел жалкие руины. Это либо убежище 55, либо пулеметное гнездо 113. Я посмотрю, что в той, в другой яме. Если там другое сооружение, то это тогда убежище, потому что убежище на карте обозначено перед пулеметным гнездом, естественно. Либо его не построили, либо вот это оно и есть. Вот окопы, все видно. Вот так это сооружение выглядит с другой стороны. Перед ним много окопов. И отчетливо видно вот этот укрепленный узел на вершине реки. Так вот, отсюда
должна была вестись стрельба. Красивый вид, конечно, отсюда. С очень высокого берега на берег низкий. Особенно вот там вот красиво. Так, идем вдоль окопов. А вот я уже вроде вижу, да. Зубчик другого сооружения. Сейчас посмотрю, что это такое. Да, судя по карте, именно это пулеметное гнездо 113, а то все-таки, значит, было убежище взорванное, номер 55. Ну да, пулеметное гнездо. Вот виден отчетливо короб, полукороб, потому что с двух сторон взорван. Вот такие остатки жалкие. Окопы. Ну и вот пулеметное гнездо с бронеколпаком, которого, естественно, нету. Финский окоп вывел меня прямо к следующему сооружению, которое очень красиво выглядит. Это либо пулеметное гнездо 114, либо убежище 56. Да, скорее всего, это убежище, потому что вон там я вижу кое-что еще. Такое оно взорванное. Там даже виден песок внутри. Так вот оно выглядит. Теперь я поднимаюсь и иду к другому сооружению. Сразу за прошлым сооружением находится следующее. На карте это вообще треугольник под номером 181, то бишь наблюдательный пункт открытого типа. Вот, что мы видим? Ну, опять такой короб. Я бы сказал, что он даже неровный. Вот такой, как будто бы как закругленный. Поэтому вполне это и могло быть наблюдательным пунктом открытого типа. Это сооружение. Но я точно не берусь утверждать. Ни в коем разе. Я не специалист в этом. От прошлого сооружения я спустился вниз и подошел к следующему. Он находится прямо в окопе. Очень интересное расположение у него. Ну, также непонятно, что это по карте. Все это же треугольничек обозначен. Возможно, это и есть наблюдательный пункт открытого типа. Вот. Хотя...
Находится это сооружение на пригорке. Вот еще одна часть отлетевшая, видимо, от него. Ну и вид на речку был здесь, видимо, во время войны. Сейчас все заросло. Я пришел к интересному зданию. Скорее всего, это наблюдательный пункт 143. На карте он находится немного южнее, метров на 30. А здесь находится рядом, между двух убежищ. Но, насколько я помню, убежища мне не встречались вот с такими вот лестницами. А как раз таки наблюдательные пункты я помню с лестницами. Вот там лестницы. Как бы, чтобы подниматься типа вверх и смотреть. Это убежище с наблюдательным пунктом можно назвать вот это вот. Вот. Эту руину так назвать можно. Забираюсь наверх на нее. Да. Вот такой вот. Ну да, вот здесь вот был с той стороны, видимо, вход. Вот это вот потолок. Получается, так взорван был, скорее всего. И вот это вот короб, опять-таки, это наблюдательный пункт. Вот так вот это выглядит с другой стороны. Чуть ближе по карте к убежищу 121 я увидел такую вот штуку. И вот такую вот ржавчину. И даже перчатки. Кто-то здесь был и пытался что-то вытащить. Так, если посмотреть отсюда, то можно принять это за пушку. Как будто бы там вот это вот дуло пушки, только очень маленькая. Так-то это, конечно, труба. Вот. Подойдем с той стороны к этому сооружению. Что же это такое? Это, скорее всего, и есть, да, убежище 121. Вот оно, вон там вот еще виднеется. Ну тогда вот это я все-таки, честно говоря, не знаю, что. Вот похожая штука с другой стороны. Вот та и вот это. На карте здесь обозначено убежище 121, но это может быть также открытой противотанковой позицией для противотанкового орудия. Позиция для противотанкового орудия. Возможно. Ну и рядом был наблюдательный пункт. Отошел я чуть подальше, теперь уже точно увидел убежище 121. Вот оно все в диких зарослях. Вот и вот. Два входа-выхода здесь, может быть, не знаю. Все заросло землей. Вот оно. И входы. Очень красивые входы. Отлично. По-моему, она даже целая. Супер. Такая красота. Так, я первый раз в жизни вхожу туда. Нужно быть очень осторожным. Вот сейчас будет спуск, наверное, не очень здесь. Почва такая. А я держусь за каменную штуку. Так, а вот здесь, кстати, спуск. Будьте осторожны, если кто полезет сразу в яму, в колодец. Нужно это сейчас перепрыгнуть, перешагнуть. Вот сюда очень аккуратно. Вот тот старый кусок дерева финский с финскими гвоздями. Да, вот здесь была, видимо, дверь. Так. Ну и вот оно, да.
Ну, ничего себе. Полностью целое, сохранившееся, уникальное убежище К-121. Глинистый берег, господи, дно, пол. Почему-то здесь глина. Да, вот такое найти, ничего себе. Такую красоту найти. Ну здесь понятно, здесь, наверное, была вода, поэтому здесь и глина. Грибы даже стали расти на дереве сгнившем. Такое убежище. И второй вот вход-выход, который я видел, который совсем заросший, который я сейчас показывал. Но я через него не буду выходить. Здесь просто в кусты упираешься. Да. Конечно. Перейдя через небольшой ручеек и пройдя к речке, я увидел линию траншей и огромнейшее убежище К-123. Оно кажется большим из-за толстых стен, которые здесь видны. Возможно, в других убежищах стены были такие же, но убежища были заплывшими, а это прям не заплывшее. И стены здесь очень хорошо видны, какие они толстые. Такая круть. То есть убежище, если оно не взорвано, его довольно-таки сложно заметить. Но оно легко определяется по линии траншей. Если вы видите окопы траншеи, то они непременно выведут вас к той или иной достопримечательности. Итак, лезу внутрь. Какой-то непонятный диск. Те, кто в военной теме шарит, они знают, что это. Так, подождите, это люк. По-моему, самый настоящий люк. Что-то, да, прикрывал. Такое вот небольшое убежище. Ржавый военный хлам. Ну и все. Убежище небольшое, не двойное, как прошлое. Это что такое? Это улитка или это ящер какой-то? Фу. Я подошел к следующему объекту, который находится рядом с домами. Поднялся я на горку. Это либо убежище 125, либо закрытое железобетонное пулеметное гнездо номер 15. Потому что, судя по карте, я прямо около этого гнезда нахожусь. Но на карте бывают отклонения, и, скорее всего... Ну да, верно, это убежище 125. Какое что пулеметное гнездо, откуда здесь стрелять? Так как рядом дома местными жителями,
оно используется как склад всякого хлама, который якобы полезный. Щиток какой-то, что здесь написано, по-моему, он... Нет, не финский, советский. Так. Ну, вот такое вот убежище, К-125. А вот здесь, да, второй выход из него получается, и он взорван. Прошелся я немного вдоль по рву и нашел его. Закрытое железобетонное пулеметное гнездо К-115. Вот оно. Самое что ни на есть настоящее пулеметное гнездо закрытого типа. С, видимо, взлетевшей на воздух крышей и отломившейся, полностью подорванная. Вот даже сохранилась труба какая-то. Находится совсем недалеко с убежищем. Рядом там оно. Это сейчас так кажется, что недалеко. Ой, что кажется, что далеко, трава, деревья. А на самом деле, когда это все было построено, здесь были, как мы видим, ходы сообщения, окопы эти, и очень все было даже видно. Вот, если посмотреть старые фотографии на sakuva.com на сайте, вот, то там будет очень даже красивенько, чистенько это все представлено и наглядно, и понятно. И вот это вот второй вход в убежище, который я только что осматривал. Взорванный второй вход в убежище. Вот. Я подошел к взорванному убежищу К-126. Идя прямо по высокой гряде, вот над обрывом, к которому я поднимался, мимо убежища 125, и вот пришел к 126-му. Здесь кабаны знатно походили. Ну и вообще по всей местности моего похода, вот что я сейчас иду, видно, что разрыто кабанами. Плотненько так все. Вот оно. Убежище К-126. В отличие от прошлого, оно, видите, взорвано основательно. Вот к нему окоп, ход. Хотя есть такое углубление. Ну там, да, песок и все, в принципе. Следующее, также полностью разрушенное убежище К-128. По карте оно находится рядом с огневыми точками открытого типа. Пулеметными точками. Этих точек я пока не вижу. Хотя вон там вот окопы, может быть, что и увижу. Какой здесь растет огромнейший тополь, это, по-моему, просто гигантский. Наверняка еще с тех времен.
Хотя... Вот еще очень красиво. Окоп проходит в золотой осени. Тут обычная осень, а тут окоп в золотой осени. Вот и я вышел случайно к открытому железобетонному пулеметному гнезду К-141. Вот малюсенькая часть осталась. Вот она смотрела на низину. Я когда туда шел, я вообще его не заметил. Вот только на обратном пути увидел. Вот такая яма и сохранившаяся часть открытого гнезда. Ну, другие части, наверное, под слоем земли здесь находятся рядом. Рядом с линией электропередач я заметил вот такие вот груды руин. Я не знаю, что это, ибо на финской карте не обозначено здесь ничего. Единственное, обозначено противотанковое орудие, позиция для противотанкового орудия, но она чуть в стороне. И это на нее не похоже. Это какие-то остатки, возможно, строительства линии ВТ, а может быть это просто в кучу сюда смели, когда строили газопровод ГЛЭП. Положили. Здесь даже, кстати, куски кирпича видны. Ну, я смотрю на кирпич, и это кажется, что все советское, но вот этот вот бетон очень смахивает на финский. И что это такое, очень непонятно. Такая красивая гора. Ну а я сейчас иду прямо сюда, вдоль ЛЭП, к Черной речке обратно, в надежде найти еще два убежища. Но они расположены прямо на дороге, одно на дороге, другое совсем рядом. Не знаю, сохранились ли они вообще. Убежище я, к сожалению, не нашел, но зато нашел вот такой вот эхо войны. Видимо, очередной снаряд или осколок. Трогать я его не буду. Все-таки вышел я за тем снарядом, сразу увидел огромнейший окоп, который даже не зарос. Посмотрим, есть там что-нибудь или нет. Идет ли он или нет убежищем. Пошел я вдоль окопов по направлению уже к тропинке, обозначенной на карте. И совершенно случайно, увидев какую-то то ли нору, то ли что, выкопанную, вот здесь песок, наткнулся на бункер интересный. На картах в этом месте ничего нету. Он очень заплывший. Вот какой-то бункер линии ВТ. Самое интересное, что туда ведет ход такой, какой-то слишком ровный для животного. Ну, вот другая часть. Очень-очень оплывшее сооружение. Вот это вот, кстати, уже похоже на землянку, но здесь же крыша, по идее, должна быть такая землянка. Вот это вот дерево. Здесь животное какое-то копало себе. Да, вот такой же, кстати, след от животных каких-то. Наверное, лисица. Ну, короче, вот так вот. Совсем заплывшая, не пойми какая точка огневая.
Очень хорошая тропинка вывела меня на берег Черной речки. Красивый берег. На том берегу высоком я до весной тоже исследовал, классифицировал объекты линии ВТ. Сейчас я на противоположном берегу. Наверху есть костровище, кстати, и дрова. Я наконец свернул с тропинки и пришел к следующему сооружению. Это, скорее всего, убежище 130 или 131. Полностью взорвано. Рядом находится, скорее всего, железобетонное пулеметное гнездо номер 117. Здесь не виден вход, в отличие от убежища. Ну и по карте здесь два убежища, открытый наблюдательный пункт и вот это вот пулеметное гнездо. Поэтому, скорее всего, это пулеметное гнездо. Вот там уже Черная речка виднеется. Ну и окоп приводит нас к следующему убежищу. Скорее всего, вот то, значит, было 130-е, а то 131-е, которое я сейчас покажу. Но видно очень хорошо. Так, ну и вот следующее сооружение. Видимо, это убежище 130, да. Большое-пребольшое убежище. Вот эта крыша его так хорошо видна. Вот там был вход. И вот это было само убежище взорвано. Да, вот это убежище, так же как и другое, которое я видел не так давно, имеет два входа. Вот этот и следующий, который вот там виден. Здесь, кстати, вот прослеживается уже дорога. Ответвление от какой-то другой дороги, тропинки. Интересно. Обошел бурелом. Вот вход в убежище. Следующий объект — железобетонное пулеметное гнездо. Вот оно такое. Судя по карте, самый ближайший объект — это именно железобетонное пулеметное гнездо К-118, по-моему, но оно закрытого типа обозначено. Но, судя по внешнему виду, это тип открытый. Но кто знает, я немного здесь прибрался. Вот, вот это, может быть, и есть была крыша, которая сейчас здесь валяется. Да, скорее всего, так и есть, вот, потому что она, по-моему, длинная. И это было, получается, закрытого типа железобетонное пулеметное гнездо. Так оно выглядит. Железные штыри. Ну и смотрело оно как раз на долину Черной речки в Амельсеньоке. Очень хороший обзор был у него.
Ну да, видимо, вот я стою на его крыше. Это закрытое железобетонное пулеметное гнездо. В поисках убежища 2068 я еле-еле пробрался на вот эту высоту через болотистые заросли и ничего не нашел, кроме окопов, но зато вышел к красивейшему месту, которое я хотел посетить. Это слияние двух рек. Вот Райволан-Йоки. Вон там она, по-моему, да, Райволан-Йоки. А здесь Ваммельйоки. Ваммельйоки и Райволан-Йоки сливаются и образуют единую речку Ваммельсун-Йоки. Я по тропинке иду и вышел к порожистому берегу речки Ваммельйоки. Очень приятный звук порогов. Вот на той стороне я был, это весной. И на той стороне, на противоположный, памятник первым в России соревнованиям по ориентированию. Такой необычный памятник, современный. Ну, а я иду, уже завершаю свой путь. Иду искать последнее убежище. Здесь вот речка заворачивает. И вот здесь очень сильно пахнет сероводородом. Подтекает родниковая вода сероводородная. Тропинка вывела меня к большому красивому урочищу, где раньше находились финские дома. Сейчас здесь уже 100 метров до остановки река Гладышевка. И вот от нее, оказывается, по тропинке можно дойти до такого красивого места. Я имею в виду место слияния двух рек. Последний чудом найденный объект — убежище 2104. Находится не так далеко от заброшенного дома. Там заброшенный дом, но идти лучше вот со стороны поля. Вот на это поле выходит тропинка, которая ведет к слиянию двух речек, и там уже остановка рядом. Совсем невзрачное убежище. И если бы я бы не знал бы, не шел бы искать целенаправленно, я бы даже не понял, что это такое. Какие-то груды камней. Но вот эти вот железные прутья все выдают сущность этой конструкции, здоровски уничтоженной. Я сейчас прошелся и к братской могиле, и к Гладышевке с той стороны дороги поискать обозначенное на карте убежище, но ничего так и не нашел. Поэтому будем считать, что вот это вот все, что я изведал. Конечно, я что-то упустил, но я думаю, немногое я упустил. Вот траншеи, потому что я понял то, что нужно искать вот такие бункеры, руины именно по траншеям. Вот, если я иду и ровный лес, ничего нет, значит здесь и бункера нет никакого. Вот здесь
Где траншеи, значит здесь есть все. Вот так вот. Сейчас я где-нибудь сяду на поле, наконец-таки поем, и уже через 50 минут мой автобус до Зеленогорска. 319. Сейчас будет красивый закат, кстати. Я прошу прощения, это убежище 2014. А не так, как я сказал, неправильно. Но, впрочем, это не очень важно. Я его обошел с другой стороны, и вот какую интересную деталь я увидел. Во-первых, я чуть не попался на колючую проволоку. А во-вторых, надпись TJ44. TG44. Вот какая загадка. Наверняка оставленная строителями убежище. То же самое, как и ВЛК. Это не Волкьярви, как я думал, а 5-й какой-то там гарнизон. Вот такие вот куски истории прямо рядом с сегодняшней цивилизацией. Тропинка вывела меня на очень миленький пляжик. Нужно здесь будет летом как-нибудь искупаться. Здесь площадка для детей из ближних садоводств. И очень хороший пляж. Как здесь хорошо. И можно в джакузи полежать с водопадом. Ну, все. Я сейчас перекушу и пойду на автобус.